Всем привет, девчонки, все, кто вяжет по моим мастер-классам. Если у вас уже есть готовое изделие, либо вы в процессе создания, хочу предложить вам такую идею. Вы скидываете свои фотографии в изделиях, которые связаны по моим мастер-классам, и когда наберется достаточно большое количество фотографий, я создам видео из ваших фотографий с вашими работами и выложу сюда отдельным видео. Мне кажется, это будет очень классно, поэтому если у вас есть такое желание, можете присылать фото готовых работ мне в Инстаграм, либо ВКонтакте. Название страничек есть у меня в описании к видео. Также отдельную благодарность хочу выразить всем тем, кто присылает донаты на развитие моего канала. Это добровольные и безвозмездные пожертвования. Сейчас во времена отсутствия монетизации меня это очень сильно вдохновляет. Все эти сердечки адресованы вам, спасибо вам большое. Ну а мы приступаем к видео. Всем привет! Сегодня свяжем такую сумочку-авоську с грибочками. Также очень много было запросов, как и по сумочке с ромашками. Всем очень прям понравилась вот такая авоська, очень классно она на самом деле смотрится, такая веселая, необычная. Эту, как и все остальные сумочки, я вязала прошлым летом, когда у меня еще не было канала на YouTube. В Пинтересте я нашла кучу идей сумочек вот с такими вот грибочками. Там на самом деле очень много разных расцветок можно сделать, разноцветные швы, шапочки грибочков можно сделать однотонными, к примеру, мухоморы, да, и очень классно они получаются в абсолютно разных исполнениях. Эту сумочку мы также будем вязать из Yarn Art Jeans в 2 нити. У нас состав 55% хлопок, 45% полиакрил, в 50 граммах 160 метров. А все цвета, которые я здесь использовала именно конкретно в моей сумочке, я напишу в описании под видео. Крючок номер 4. То есть, смотрите, здесь все просто. Мы сначала вывязываем вот этот наш квадратик, потом вяжем отдельно шляпки, отдельно наши ножки и пришиваем вот эти вместе шляпку с ножкой к нашему квадратику. На всякий случай скажу, если кто не знает, как вязать в 2 нити, если у вас один моток, просто берите начало нити, где вот сверху обмотан, и берите из серединки. Но это можно делать там, когда есть доступ к серединке. Иногда бывает такое, что из серединки ничего не вытащишь. Начинаем вязание нашего квадратика с вот этого кружочка темно-зеленого цвета. Набираем 4 воздушные петли. 1, 2, 3, 4. И замыкаем в круг, вводим в самую первую петельку, просто соединительным столбиком вводим крючок, вытаскиваем рабочую нить и сразу же в петельку на крючке. Вот у нас получилось вот такое колечко, и сейчас именно вот прям в серединку будем провязывать столбики с одним накидом. Нам нужно провязать в кольцо всего 12 столбиков с одним накидом. Сейчас нужно нам сделать имитацию первого столбика с одним накидом. Делаем 3 воздушные петли. 1, 2, 3. Это как бы имитация первого столбика. И еще нам нужно ввязать в это колечко 11 столбиков с одним накидом. То есть делаем накид, именно прям в серединку заводим крючок, вытаскиваем рабочую нить через 2 петли, через 2 петли. Первый столбик с накидом, но как бы всего уже 2. Еще нам нужно провязать 10 столбиков с одним накидом. Делаем накид, через 2 петли, через 2 петли, накид. Вот у нас получилось 12 столбиков, то есть посчитайте с самого начала. И вот 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 столбик. И сейчас нам нужно замкнуть наш кружочек. Ищем в изначально набранных 3 воздушных петельках третью косичку. Вот она 1, 2, и вот она третья. Просто продеваем в нее крючок за обе стеночки косички. И проводим просто соединительный столбик. Далее будем вязать также столбики с одним накидом. И сейчас будем вязать именно вот в эти арочки, которые получились между предыдущими столбиками с одним накидом. Вот именно вот сюда. В каждую эту арочку будем провязывать по 2 столбика с одним накидом. То есть таким образом у нас увеличится кружочек. Для этого делаем 3 петли подъема. 1, 2, 3. И вот самая ближайшая арочка к этой воздушной цепочке. И вот в нее же провяжем столбик с одним накидом. Все, это как бы первая пара столбиков с одним накидом в одну арочку. Ищем следующую арочку. Вяжем 1 столбик с одним накидом. И в эту же арочку 2 столбик с одним накидом. Ищем следующую арочку. Провязываем 2 столбика с одним накидом в одну арку. И так вяжем до конца. И вот подошли к концу. Не теряйте вот эту последнюю арочку. То есть всего у вас в этом, во втором ряду, должно получиться 24 столбика с одним накидом. Точно так же сейчас нам нужно замкнуть наш кружочек. Ищем третью косичку в нашей изначально набранной воздушной цепочке. 1, 2, вот третья. Она уже так горизонтально лежит. Продеваем крючок и провязываем также просто соединительный столбик. Делаем 3 петли подъема на следующий третий ряд.
И каким образом мы будем вязать в этом ряду? Вот также вяжем в эти арочки, которые образовались между столбиками с одним накидом. Вяжем, то есть в одну арочку вяжем 2 столбика с одним накидом, в следующую арку 1 столбик с одним накидом, в следующую арочку 2 столбика с одним накидом, в следующую арку 1 столбик с одним накидом. И так чередуем до конца. В третьем ряду всего у нас получится 36 столбиков с одним накидом. Вот мы сделали 3 воздушные петельки, а рядом прям с этой арочкой в нее же провяжем сразу же столбик с одним накидом. То есть в эту арку мы сделали 2 столбика с одним накидом, в следующую арку вяжем 1 столбик с одним накидом. В следующую арку вяжем 2 столбика с одним накидом. В следующую арку вяжем 1 столбик с одним накидом. И так вяжем, чередуя наши столбики до конца ряда. Вот мы подошли практически к концу. У нас осталась последняя арочка. В нее мы провязываем по схеме просто 1 столбик с одним накидом, потому что мы начинали вязать в столбик с 2 накидами. Также замыкаем, как обычно, наш кружочек соединительным столбиком. Делаем также 3 петли подъема. 1, 2, 3. И как будем вязать 4-й ряд, делаем таким образом. Также вяжем вот в эти наши арочки. То есть в первую арочку мы сейчас провяжем 1 столбик с одним накидом. То есть как бы в одну арочку будет с учетом вот этой косички 2 столбика с одним накидом. В следующую арку 1 столбик с накидом. В следующую арку 1 столбик с накидом. В следующую арочку 2 столбика с одним накидом. То есть будем вязать 2 столбика, 1 столбик, 1 столбик, 2 столбика, 1 столбик, 1 столбик. И так будем чередовать до конца ряда. То есть вот в самую ближайшую арочку от нашей воздушной цепочки провязываем 1 столбик с одним накидом. Вот как бы 2 столбика с одним накидом в одну арочку. В следующую арочку просто 1 столбик с одним накидом. В следующую арочку просто столбик с одним накидом. В следующую арочку 2 столбика с одним накидом. Один столбик, 1 столбик, 2 столбика. Довязываем последние 2 одинарных столбика с одним накидом. И, как обычно, делаем соединительный столбик, замыкая в кружочек 1, 2, в третью петельку. И сразу же меняем цвет нити на другой. То есть вот 2 петельки на крючке. Берем другой цвет, протаскиваем через эти 2 петельки соединительным столбиком. Вот таким образом у нас получилось. Зеленую нить можно обрезать. Сейчас мы будем провязывать также в эти арочки между столбиков с одним накидом предыдущего ряда. Сейчас мы будем провязывать по одному столбику с одним накидом в каждую арочку. И таким образом мы провяжем 8 столбиков с одним накидом. Вот они. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков с одним накидом. И будем вывязывать наш уголочек. Делаем, как обычно, 3 петли подъема. 1, 2, 3. Вот как бы эту арочку мы уже заняли вот этим столбиком с одним накидом имитации. Делаем следующий столбик с одним накидом. Это 2. Далее 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Далее уже начинаем вывязывать уголочек. В одну арочку вяжем 2 столбика с одним накидом. То есть в одну арочку 1 столбик с одним накидом, и сюда же 2 столбик с одним накидом. Далее в следующую арочку 2 столбика с 2 накидами. Делаем 2 накида. В следующую арочку 1 столбик, через 2 петли, через 2 петли, через 2 петли. 2 накида сюда же в эту арочку, через 2 петли, через 2 петли, через 2 петли. Это у нас 2 столбика с 2 накидами. Между ними у нас 2 воздушные петельки. 1, 2. В следующую арочку вяжем также 2 столбика с 2 накидами. 2 накида в арочку. 1 столбик с 2 накидами. И сюда же 2 столбик с 2 накидами. В следующую арочку, так же как и здесь, уже зеркально вяжем. Просто в одну арку 2 столбика с одним накидом. 1 столбик с одним накидом. И 2 столбик с накидом в эту же арочку. Далее по следующей стороне, так же как и здесь, вяжем просто в каждую арочку по одному столбику с одним накидом. 8 столбиков всего. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Также аналогично делаем, как и здесь. А здесь в следующую арочку вяжем 2 столбика с одним накидом в одну арочку. В следующую арочку вяжем 2 столбика с 2 накидами. Две воздушные петельки. В следующую арочку 2 столбика с 2 накидами. В следующую арочку 2 столбика с одним накидом. Далее по этой стороне просто в каждую арочку по одному столбику с одним накидом. Всего 8 столбиков у нас должно получиться. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8. Далее вывязываем, как обычно, здесь наш уголочек идентично вот этим. Далее по этой стороне также в каждую арочку вяжем по одному столбику с одним накидом. Всего 8 столбиков. Далее наш уголок. Как обычно, замыкаем наш квадратик в третью петельку нашей воздушной изначальной цепочки. Раз, два, третья петелька, соединительный столбик. Все, нить обрезаем. Как делать красивое соединение? Смотрите, вот это наша лицевая сторона. С изнаночной стороны вводим в следующую петельку за 2 дужки крючок, вытаскиваем нашу ниточку. Это изнаночная. Далее вот с изнанки. Теперь предыдущую ищем перемычку. Вдеваем в нашу косичку и вытаскиваем нашу ниточку. Также на изнаночку. Вот такое соединение получается. Вот такой квадратик у нас получается. Если у вас, к примеру, получаются вот эти боковые стороны вот так чуть-чуть выпуклые, а уголочки вот так чуть-чуть как бы заужены, просто вяжите именно уголочки, чуть более расслабленно, не затягивайте. И таким образом у вас будет нормальный уголочек и получится ровный квадратик. Далее вяжем шляпку нашего грибочка. В зависимости от размера, какой вы хотите, чтобы получился грибочек, набирайте изначально больше либо меньшее количество петель. Я набираю 15 воздушных петель. Переворачиваем нашу воздушную цепочку и вот вяжем, как мы вязали все наши свитерочки, кардиганы, за вот эти задние перемычки. То есть вот первая перемычка, со второй перемычки от крючка вяжем в каждую до конца просто столбики без накида. Провязываем последнюю перемычку, просто столбик без накида. Делаем воздушную петельку подъема, переворачиваем вязание. И вот, смотрите, у нас, по сути, вот эта шапочка грибочка как бы треугольник. Этот треугольник получается за счет того, что мы в каждом ряду будем делать с начала ряда и в конце ряда просто убавки, по одной убавке. Вот сейчас вяжем сразу убавочку. Каким образом мы это делаем? Вот как обычно вяжем со второй петельки от крючка, да, вот первая. Вот вторая. Во вторую петельку от крючка заводим крючок, вытаскиваем нить, оставляем 2 петельки на крючке. Теперь вот в следующую петельку на полотне вытаскиваем крючок, вытаскиваем нить. И через все 3 петельки на крючке продеваем рабочую нить. Это у нас и есть одна убавка. Чтобы не упустить в следующем ряду вот эту нашу первую самую петельку, можно ее обозначать маркером. Далее вяжем в каждую косичку просто столбик без накида до конца ряда, не провязывая в конце 2 петельки. Вот у нас остались 2 последние косички в ряду. Также делаем убавку, то есть заводим в первую косичку, вытаскиваем рабочую нить, оставляем 2 петли на крючке, вводим крючок в следующую косичку за обе дужки, вытаскиваем нить и через все 3 петельки на крючке одной рабочей нитью соединяем. Делаем петлю подъема и в этом ряду точно так же начинаем с убавки. То есть вяжем во вторую петельку от крючка, вытаскиваем рабочую нить, в следующую петельку протаскиваем крючок, вытаскиваем рабочую нить, 3 петли на крючке и одной рабочей нитью соединяем. Вяжем до конца, в каждую косичку просто столбик без накида, а в конце оставляем непровязанными 2 петельки. Вот остались 2 петельки, первая, вторая, а также делаем убавку. Через первую петлю вытаскиваем рабочую нить, через последнюю петельку вытаскиваем рабочую нить и через все 3 петли одной рабочей нитью. Делаем петлю подъема, переворачиваем. По следующей стороне абсолютно все то же самое. Здесь убавка в начале, убавка в конце. И так вяжем поворотными рядами в каждом ряду по 2 убавки в начале и в конце. До тех пор, пока у нас вот здесь не останется вершинка, с которой будет состоять из 4 косичек.
Вот мы провязали еще там буквально несколько рядочков. И вот смотрите, на вершинке у нас осталось 1, 2, 3, 4 петельки. И сейчас сделаем из этих 4 петелек 2 убавки. То есть вот так сделали петельку подъема, как обычно. Вот первая убавка. И сразу же вторая убавка. И далее, чтобы выровнять вот эти наши края, нашей шляпки, чтобы вот грибочек был более такой округлый, сейчас нам нужно просто его обвязать по всему краю. То есть вот можем сделать петельку подъема, и вот в какое место получится, в любое, просто делайте столбики без накида. Тоже их можно особо не затягивать. Вот куда получится, чтобы вот по краю, шляпки была вот такая красивая косичка. Вот мы подошли к уголочку нашей шляпки. Вот еще второй уголочек потом будем вязать. Чтобы вот сохранился уголочек, чтобы он не сильно у нас загибался. Вот именно прям в самый угол можно провязать, например, вот 2 столбика без накида, чтобы вот сохранить этот уголочек. 1, 2. По нижнему краю тут все очень просто. Сразу же просто втыкаем в каждую вот эту петельку нашу. Также вяжем столбики без накида. Подошли ко второму уголочку. Сюда также вот куда получится, в самый угол провяжем 2 столбика в одну петельку. И по следующей стороне также вот куда получится, также обвязываем столбики без накида. Вот подошли к нашей вершинке, провязываем столбики без накида вот в вершинку. И вот ищем, где у нас была первая косичка самая вот этого нашего обвязочного ряда. Ну вот примерно вот в нее просто делаем соединительный столбик, чтобы закончить вязание ряда. Нить можно обрезать, но оставляйте побольше кончик, чтобы удобно было его пришивать. Вот когда мы сейчас будем его пришивать к нашему квадратику. Вытаскиваем нить. Также вот как и на квадратике делаем соединение. Можно взять крючок поменьше. С изнаночной стороны в следующую петельку насквозь продеваем крючок. Вытаскиваем рабочую нить, вот этот наш кончик. И потом тут же с изнанки ищем вот эту самую ближайшую перемычку. В нее просовываем крючок. Далее крючок просовываем прямо в серединку петельки. И вытаскиваем в нее наш хвостик. Так вот, что получается. Далее нам нужно связать ножку нашего грибочка. Для этого делаем 8 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. В этом случае мы сейчас будем вязать в задней стеночке косички, то есть не за перемычку, а именно вот заднюю стеночку косичку. Сейчас провяжем за каждую стеночку подряд 4 полустолбика с одним накидом. Делаем накид, за заднюю стеночку проводим крючок, вытаскиваем нить, 3 петельки на крючке, одной рабочей нитью. Первый полустолбик с накидом, делаем еще один. Это второй, далее 3 и 4. Далее в следующие 2 косички вяжем по одному столбику с одним накидом. Первый столбик, в следующую косичку, второй столбик с одним накидом. Далее вот в эту последнюю самую петельку около нашего узелочка, в нее одну вяжем 3 столбика с одним накидом. Делаем накид в эту петельку. Первый столбик с одним накидом, накид в эту петельку, второй столбик с одним накидом и накид в эту же петельку, третий столбик с одним накидом. Вот нас уже автоматически разворачивает вязать по следующей стороне. Далее будем вязать по обратной стороне, также вот за вот эти задние стеночки косички. Вот смотрите, мы провязали вот сюда пучок из 3 столбиков с одним накидом. Вот следующая задняя стеночка. То есть вот первая, вторая петелька в эти 2 петельки по одному столбику с одним накидом. Первый столбик, накид, и следующую петельку. Второй столбик. И вот далее у нас остались петельки, как и здесь, аналогично вяжем подряд 4 полустолбика с одним накидом. Первый, накид, второй, накид, третий и накид, 4. Далее, как обычно, нам нужно замкнуть наше вязание. Вот в самую ближайшую петельку просто проводим соединительный столбик. Этого, в принципе, места не будет видно, так как мы его вот сюда положим под шляпку.
Все, вытаскиваем нить, также с запасом, как и нашу шляпку. Мы этой ниточкой будем пришивать нашу ножку. И, в принципе, все. Сейчас нам нужно только вот пришить нашу шляпку и ножку. Вот так уложите красиво, так как вам нравится больше. Для большей прочности можно закрепить вот такими булавками, чтобы никуда не двигались наши детальки. Визуально смотрим, что ножка нормально у нас лежит. Пришиваем сначала ее, то есть берем иголку с толстым ушком, продеваем наш кончик длинный, который мы оставляли для пришивания. И просто вот так насквозь пришиваем нашу ножку. Далее можно убрать эти наши иголочки и прикладываем нашу шляпку. Так что все было ровненько, чтобы вам все нравилось. Также можно закрепить нашими иголочками. Все, и точно так же пришиваем шляпку. Такой вот замечательный квадратик у нас получился. Размер моего квадрата примерно 13 сантиметров. Размер квадратика зависит от плотности вашего вязания, от пряжи, которую вы выбрали. С изнаночной стороны просто привязываем все эти хвостики на узелочки и обрезаем. Аналогичным способом вяжем все 13 квадратиков. Единственное, здесь на самом донышке, я думаю, нет смысла делать грибочек, то есть просто его оставляйте без грибочка. Как соединить квадратики? Вот таким объемным шовчиком, как у этой сумочки, либо вот таким внутренним швом, как у этих грибочков, либо плоским швом. А также как сделать вот такие разные виды ручек. Я показала вот в мастер-классе для этой сумочки, там я все подробно описала по каждому пункту, чтобы мне не повторяться, просто заходите на тот мастер-класс. Там также много всяких нюансов я указала. Размер сумочки получился примерно 37 сантиметров. Здесь также 37, здесь примерно 26 сантиметров. Наша сумочка полностью готова. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.